Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я хочу вам показать вот такую вот корзиночку. Посмотрите, у нее сделано донышко, да, вставленные косички. Внутри смотрится вот таким образом. Я хочу вам показать и рассказать, как я ее сплела, то есть с самого начала. Оставайтесь вместе со мной, будем плести. Ну, начнем нашу корзиночку. Я сложила по 2 пары крест-накрест, то есть взяла 4 пары и сложила крестиком. Дальше я беру свою бумажную лозу и буду плести ситцевым плетением. Я ее завожу. Хочу вам показать еще один вариант такого красивого донышка. Фокусироваться. И оплетаю на одну под одну. На одну под одну. Вот такой у нас донышко получается. Вот такая красота получается. Дальше я развожу свои стоечки уже. То есть я с первой взяла здесь и пошла разводить стоечки. Все наращивания делаю за стойкой. Наращивание делаю на полимерный клей. И вот такая
по данной форме. То есть я прикладывать буду форму периодически и смотреть, когда я уже буду опускать свои стоечки. Я еще раз проплету такой ряд. Смотрите, здесь у нас уже все поменяется рисуночек. Мы сейчас прихватим все свои стоечки. Посмотрите, как получается. Трубочки у меня эти тоненькие, накрученные они на полосу 7 сантиметров. Я еще раз, уже не раз говорила, что я не люблю такими трубочками плести. Но так как у меня они были накручены, уже давно лежат, я решила, что нужно их использовать в какую-то небольшую работу. Главное, следим, чтобы у нас все было подтянуто. Эти трубочки были окрашены морилкой Forward. Как я красила такие трубочки, этой морилкой, у вас будет в описании. Мы этот окрашивали уже. Тут я дальше подставляю трубочку и перехожу на веревочку. Вот, я просто подставила трубочку. Здесь я уже буду наращивать.
Ну вот один кружочек. Я, наверное, вот этот как раз ряд доплету. Да, и пойду уже постепенно опускать свои стоечки, проплетая. Ну, все, в этом месте я начинаю. Подставляю форму и постепенно буду опускать свои стойки при плетении. То есть придерживая все это. В своей форме. Я сейчас проплету несколько рядов и покажу, что у меня выходит. Ну вот, дорогие друзья, проплела веревочкой 2 трубочки, да. Добавлять стоечки не буду, закрепила резинкой. И теперь переворачиваю свою форму и буду проплетать до нужной мне высоты формы, да, где она у меня идет на расширение, то есть она идет наверх. То есть, ну, где-то до середины. Ну и дальше проплетаем. Я доплету. Все то же самое, веревочкой плетем по кругу. Стойки я здесь добавлять не буду. Мне, в принципе, этого достаточно. Плюс у нас здесь будет узор. Все будет достаточно красиво. Поэтому плетем дальше. Ну вот я доплела до конца, до желаемой высоты. Нарастила трубочки для того, чтобы сделать форму более туда на сужение, да. И потом, когда мы вплетем сюда наши косы красивые, мы это все облагородим, да, закроем наши косички. Вот. Теперь я достаю форму. Коктейльные трубочки одела. Это для того, чтобы они, пока я плету, не пересохли. То есть только для этого. Ну и теперь нужно что-то положить внутрь, для того, чтобы она не елозила. Грузик какой. Чтобы оно такое было пузатообразное. Корзиночка наша. Вот такая вот корзинулька у нас получается. И наращиваем. И продолжаем плести. То есть каждый раз чуть-чуть сгибаю трубочки плавненько внутрь. После того, как я сделаю ее такой пузатенькой, я вам покажу, что у меня получилось. Ну вот,
такую вот красоту мы с вами сплели. Да, то есть вот она. Высоты она у меня 10 сантиметров. Дальше, пока я ничего больше плести не буду, я вынимаю свою форму внутри, тяжелитель, который у меня был. Надо это сделать так, чтобы не затронуть трубочки коктейльные. Так, все, форму вытащила. Вот она такая изнутри у нас. Такая она у нас снаружи. Здесь я ничего не закрываю, потому что я ими потом буду оплетать. Сейчас мы в каждую нашу... каждому нашему стоячку подставим по 3 трубочки. Трубочки предварительно я наращу и покажу, как я их ставлю. Я первую сделаю сама, ну, потому что на камеру не очень удобно. И покажу вам, что я буду делать. Трубочки я беру контрастные, белого цвета, для того, чтобы наши косички смотрелись прекрасно. Вот видите, у меня здесь косячок, но когда я буду прокладывать здесь косички, я это все прекрасно спрячу. Но на самом деле всегда старайтесь приучать себя, чтобы даже при таких изделиях никаких вот таких вот косяков не было видно, да, чтобы все это было аккуратно. Вот. Сейчас я наращу трубочки, вставлю их и покажу, что я буду делать дальше. Так, ну вот посмотрите, делаем трубочки, да, соединяем по 3 штучки. И то есть делаю по паре, да, соединила их 2 трубочки. И беру таких вот пар, получается 3 трубочки длинных. И просовываю их через стойку, да. Смотрю, чтобы наращивание у меня это было все внутри спрятано. Делаем это все через одну. То есть вот сюда я просунула, одну стойку пропустила, в следующую просовываю. Эту я пропущу стойку, я буду просовывать в эту стойку. Во-первых, почему через одну, так как они будут мешаться, нам никуда никак не задействовать будет. Во-вторых, как бы, чтобы нам какой-то узор изобразить на нашей корзине. Как это все внутри происходит, это все выглядит, сейчас попробую вам показать. Вот таким образом, видно, надеюсь. Да, то есть они у нас по дну огибаются. Можно делать там уголками, кому как нравится, то есть без разницы. Дальше что делаем? Мне нужно сплести вот такие 2 косички. Вот. Косички делаем ровненькие, аккуратненькие, чтобы они у нас не замылили нашу всю корзинку, всю нашу картину, да. Так, здесь спрячу наращивание. Как я это делаю? Ну, здесь банальная косичка в 3, как многие умеют ее делать. Если у кого есть девочки, так вообще проще некуда, да? Все время крайнюю делаем наверх. Да? Обычная косичка в 3 прядки, а у нас в 3 трубочки. Я вам покажу на одном примере. Потом я доделаю все свои косы. Вставлю везде трубочки. Старайтесь делать так. Вот вставили там по 2 стоечки, да, и проплетайте косы. Я почему рекомендую? Потому что трубочки, чтобы не пересыхали, пока мы плетем эти косички, да. Я боюсь, что просто если мы будем вставлять все трубочки, а у кого-то может же эта корзина быть и больше, то трубочки просто могут пересохнуть. Конечно, смотря с какой скоростью вы это все делаете. Я решила, что я рисковать не буду. И я просто
буду делать вот так. 2 пары вставила. Ну, получается, на 4 косички вставила, заплела 4 косички, пошла следующие вставлять. Косичку нашу подправляем. Здесь в конце что я делаю? Я можно здесь и ПВА это все сделать. Ну, так как у меня всегда под рукой полимерный. Чуть не уронила. И ставлю прищепочку. То же самое проделываю следующее. Итак, я вставляю через одну. То есть одну пропускаю стоечку. Вот сейчас я вот соседнюю ставила. Эту я пропущу, ставлю сюда. Следующую пропущу, ставлю сюда. Я надеюсь, что объяснила понятно. Ну вот. Я сплела все свои косы. Да? Покажу, как это у меня выглядит на дне нашей корзинки. Да? И вот она. Вот они, косички наши. Вот так выглядит внутри. Вот они проходят у нас. Видно, их просвечивается. Дальше что мы делаем? Смотрите, во-первых, все косички я подтянула. То есть я их вытянула, чтобы они были ровненькие, одинаковые. Также хочу заметить, чем выше ваша корзина, да, тем длиннее должны быть косы. Да? Ну, у меня корзинка маленькая, у меня где-то получается, ну, сантиметров на 5 длиннее. Ну, я надеюсь, мне этого достаточно будет. Дальше что мы делаем? Мы просто переплетаем наши косы так, как вам больше всего нравится. То есть вот я взяла одну косичку. Вот взяла вторую косичку. Пошла в переплетение. Эту, допустим, косичку. Я ушла вот так. Ну, вы можете ее вывести здесь. И вот она прошла. Вот. Главное самое, чтобы ваши косички дошли до верха и остановились. Да, для того, чтобы вы могли их потом зафиксировать. Мы же их здесь фиксировать будем сверху. Поэтому создавайте узор так, как вам нравится. То есть можно вот там перекрестить, пойти в другую сторону, да, вот так вот. Смотрите, очень тоже красиво смотрится. То есть вы до какого-то определенного промежутка сделаете, вот, допустим, через одну, да, вот он. Вот у нас вышло из этой штуки, да. Вот, допустим, у меня из этой стойки вышло. Да, получается? Да, с этой стойки. Раз, два, три. На третью положила, да. Там следующую я взяла, да, допустим, с этого потока. То есть, допустим, одни из этой пары, вот пара пошла, да. Вот она. Я одну ветку взяла сюда, а одна ветка пойдет в другую сторону. Также эта ветка, допустим, пошла в эту сторону, да, а эта ветка пойдет в перекрестие в эту сторону. То есть варьировать, перекладывать косички вы можете, как вам нравится и удобно. То есть смотрите, какая красивая уже бомбическая получается, да? Ну, я сейчас выложу все свои косы, поставлю их сверху на прищепки и покажу, что у меня получилось.
Так, ну вот такая у меня козебяка получилась. Все, я соединила их все прищепочками. Да. Теперь я, скорее всего, их... Во-первых, я их приклею. Так вот, обрежу хвостики и приклею. А во-вторых, я возьму нитку и засажу их на ниточку, чтобы они у меня не дергались. То есть подтяну, все хвостики эти обрежу. И вот такую вот красоту вам покажу. То есть выровню все, чтобы было у меня ровненько. Ну, то есть смысл понятен, да? То есть я вот шла и переплетала там одну за одну. Сверху, снизу, сверху, сверху, снизу, сверху. Ну, должно быть снизу. Сверху пошла, значит, это снизу, это сверху, это снизу. И так пошла гулять, короче, вверх-вниз, вверх-вниз. То есть, если одна была внизу, значит, следующая пара должна быть наверху. И вот таким вот макаром у меня получились вот такие вот ромбики-квадратики. То есть, если вот так посмотреть, да, квадратик. Если вот так смотрим, то ромбики, да. Ну, вот такая симпатичность у меня получилась. Я сейчас закончу. Обрежу все хвостики, приклею, пришью и покажу уже свой результат перед тем, как мы будем продолжать нашу картинку дальше. Так, ну вот, мы с вами сплели. Здесь косы я зафиксировала, проклеила клеем ПВА для надежности. Также эти косы можно просто выпрямить сюда. Но мне эта идея не очень понравилась, поэтому я решила этим способом не пользоваться. Конечно же, здесь лучше брать не такие яркие нитки, как я брала, но так как это все-таки и моя корзинка, и мне нужно было показать это как эксперимент, да, не эксперимент, а показать вам, как я это делаю, чтобы все это было видно, я зафиксировала таким цветом. Итак, что мы делаем дальше? Дальше мы начинаем снимать наши коктейльные трубочки. Так. Сняли наши трубочки. Берем 2 рабочие трубочки и начинаем плести. Но начинаем плести сейчас в пару рядов, проплетем в высоту. Дальше мы будем делать с вами как бортик назад. Для того, чтобы закрыть вот эти вот наши все штукенции, да? Так, ну вот мы закончили. Здесь я буду просто продолжать нашу веревочку. Здесь уже нужно быть с наращиванием внимательно, потому что все это будет видно. Соответственно, когда мы плетем вверх, пускай, ну, то есть мы пока в высоту будем плести, да, то наращиваем мы за, а когда мы с вами будем делать воротничком, да, разворачивать, мы уже будем делать с разворотом в другую сторону. И мы с вами будем наращивание делать уже под, да, то есть как бы получается с внутренней стороны. То есть уже будет наращивание делаться с наружной, на тот момент. Ну, так, итак, я наращиваю трубочки и продолжаю плести. Обычной веревочкой в 2 трубочки. Кстати, в этом плетении тоже очень хорошо будет смотреться, если мы будем плести не веревочкой, а ситцевым плетением. В ситцевом плетении количество трубочек будет меньше, да, и удобнее будет, наверное.
Я, кстати, как попробую в сетевом плетении тоже такое же исполнение сделать. Посмотрим. Поместила туда я грузик, чтобы у меня это все не шевелилось. Так. Итак, я проплету сейчас пару рядов, да, чтобы мне понять, сколько мне надо будет для... Так, стоечка. Проплести для того, чтобы можно было уже поднимать. Но я думаю, что ряда 3-4. Я сейчас проплету и покажу вам, что будет. Ну вот, смотрите, я проплела определенное количество рядов, которые мне нужно было. И сейчас я буду плести на себя. То есть постепенно трубочки опускаю на себя, для того, чтобы постепенно, для того, чтобы уже делать воротничок такой, да. То есть мы это делаем вот таким образом. То есть постепенно я наклоняю трубочки в эту сторону. То есть мы теперь их отводим. Как будто расширяем. И так проплетаем несколько тоже рядов, постепенно опуская трубочки вниз. То есть плетем вот таким вот образом. Я сейчас проплету этот воротничок и покажу вам, как я буду уже прятать трубочки рабочие, для того, чтобы прижать вот эту вот всю нашу конструкцию, все это закрыть. Ну что, дорогие друзья, я доплела нашу корзинку. Вот такая она красивая у меня получилась. Все кончики от корзинки я просунула внутрь. Вот, их здесь видно. Значит, я взяла и кончик туда просунула. Дальше я изделие свое загрунтую. И уже после того, как загрунтую его, все это у меня высохнет. И я уже обрежу тогда эти хвостики. Они уже никуда не денутся. Ничего с ними не будет. Можно их завести заодно, вот так и подклеить внутри. Скорее всего, так и сделаю. То есть, таким образом. Заверну их и подклею. По всему периметру. Перед тем, как окрашу. Дальше я подготовила вот такие ручечки. Я не стала показывать, это обычные винтовые ручки, мы их уже с вами делали. Я просто взяла 6 трубочек, 8 вернее трубочек, и в 2 трубочки я вставила проволоку, обычную флористическую проволоку, и обогнула. Так, сейчас. И обогнула остальными трубочками эти 2 трубочки. То есть вот такая у меня заготовочка получилась. Одна и вторая. Осталось я сплету на каждую ручку по одной косичке. Посмотрю, как это будет смотреться. И уже будет понятно, буду я добавлять сюда эти косы или не будем. Или просто их оставим такие. После того, как у меня мои косички подсохнут, я их здесь кончики склеила, добавила, капнула клея ПВА в них и вот защепила прищепочкой для того, чтобы это все склеилось у меня. После того, как они у меня высохнут, я их приделаю, скорее всего, вот таким образом.
То есть одну вот сюда сделаю трубочку, да, одну ручечку вот сюда. И вторую на противоположной стороне. То есть вот таким образом. То есть у нас будет вот такая корзинулька. Вот такая симпапулька. Сейчас я посмотрю по поводу того, что нужно будет косы или нет. И покажу, как я буду уже крепить свою корзинку, свои ручки к самой корзине. Ну, на этом пока все. Оставим высыхать. Подклеиваем кончики, грунтуем. И продолжаем свою работу. Ну что, ребят, ну вот мы доплели нашу корзинку. Ручки я решила не делать никакие, посоветовавшись с девчонками в чате. Решила, что оставлю я их просто витыми. Просто прикрепила их путем обмотки на одной трубочке. Закрепила я их внутри. То есть кончики вставила. Сейчас это все залакируется и все намертво встанет. То есть вот с одной и с другой стороны. Ну вот такая у нас красотень, надеюсь, получилась. Надеюсь, всем она вам понравится. Мне она очень понравилась. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также не забывайте, у нас есть чат, где присутствуют мастера, плетельщики, которые делятся своим опытом. У нас там не только опытные мастера, у которых есть уже опыт, есть и мастера-новички. Так что приходите. Ссылочку я оставлю с разрешения Татьяны Хуторянки, так как чат этот принадлежит Татьяне. Обязательно приходите к нам, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, пишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я вам показала. Была бы очень рада и признательна. Всего доброго, всех обнимаю, целую, пока-пока.